Мечтали ли вы создать свою собственную игру? Хоррор, приключения, платформер, может быть симулятор? Или ты просто хочешь поиграть в разнообразные уровни сам или со своими друзьями? Именно об этом это видео. Сегодня у нас пойдет речь об бета-версии игры Dreams. Расскажу вам, что в этой игре уже есть, и выскажу свои впечатления об игре. Приятного просмотра! Всем привет, меня зовут Женя. Вообще, компания Media Molecule славится своим очень уникальным взглядом на игровую индустрию. Она разрабатывает игры с творческим подходом. Например, она является создателем таких игр, как Little Big Planet и Сорванец. Little Big Planet 2 была увлекательной игрой в жанре платформер. В ней можно было создавать разные интересные игровые предметы и уровни, которыми можно было делиться с друзьями и со всеми игроками в сообществе Little Big Planet 2. Компания Media Molecule объявила о выходе Dreams еще в 2015 году. Именно тогда начался ажиотаж вокруг этого проекта. Игра Little Big Planet 2 была очень успешной, и все ждали от нового проекта чего-то необычного, чего-то захватывающего. Dreams очень сильно привлекала внимание людей заявленной стилистикой и 3D-измерением, ведь теперь игроки смогли бы строить все, что угодно, не ограничиваясь 2D-пространством, как это было в Little Big Planet. Все с нетерпением ждали эту игру, и наконец-то вышла в конце 2018 года бета-версия, на которую я подавал заявку. Посмотрев это видео далее, вы можете заметить, что все на английском языке, но не пугайтесь. Разработчики пообещали добавить другие языки ближе к выходу самой игры. К сожалению, доступа к сюжетной линии в бета-версии не было. Все, что было в начале, это пару уровней от разработчиков, которые можно воспринимать как демонстрация игровых возможностей. Начнем с персонажа, за которого мы играем. Это душа или поток энергии. Кстати, мы можем выбирать его внешний вид. С помощью него мы можем вселяться в разные игровые объекты. Это может быть все, что угодно, созданное в игровом редакторе. Также мы можем с помощью него на некоторых уровнях двигать и тянуть разные объекты. Он управляется гироскопом в контроллере, что довольно удобно. Персонаж чувствуется как курсор на ПК. Появилась шкала уровня у персонажа, которая увеличивается в зависимости от того, что вы делаете. Вы можете строить разные объекты или играть и комментировать работы других авторов. За все эти действия будет увеличиваться ваш уровень в профиле, которые могут посмотреть другие игроки. Немного про сетевое взаимодействие между игроками в бета-версии игры. Можно создавать и публиковать уровни в сообществе Dreams, писать обзоры на уровни и давать им оценку. Играть с другими игроками, к сожалению, пока что нельзя, но разработчики также говорят, что добавят мультиплеер в будущем. Кстати, в игре есть уже локальная игра. Вы можете подключить второй контроллер и играть в Dreams вместе с другом. Раньше в игре Little Big Planet игроки появлялись в ракете, которую можно было обустроить. Также можно было пригласить друга, который тоже появлялся в вашей ракете. В игре Dreams все изменилось. У каждого игрока в профиле теперь появилась функция «Мой дом». Его можно украшать, добавляя разные объекты. Вы можете изменить им размеры и поменять их местоположение. Дом могут просматривать другие игроки в вашем профиле, даже если они с вами не играют и не находятся у вас в списке друзей. Поэтому желательно его хорошо обставить, чтобы он смотрелся интереснее. Dreams, в отличие от Little Big Planet, более открыто. Здесь появился полноценный раздел для создания ваших уровней с моделями, анимациями, эффектами, инструментами, звуками и музыкой и персонажами. Все это было сделано другими игроками в сообществе Dreams, которые делятся своими работами для того, чтобы ваш уровень был еще интереснее.
В игре Dreams также есть раздел под названием Community Jam, который длится некоторое время. В нем ставится определенная цель. Например, сюжет уровня должен проходить в космосе. Победивший получает на созданный уровень значок победителя в сообществе Jam. На значке указывается цифра с занятым местом и цель, в которой нужно было создать уровень. Кстати, о создании уровней. Про редактор, к сожалению, я мало что могу сказать, поскольку весь интерфейс и обучающие материалы были на английском языке. Возможностей точно стало гораздо больше, чем в Little Big Planet. Как и в игре Little Big Planet, здесь есть обучающие уровни по использованию инструментов редактирования. В игре Dreams есть много возможностей по созданию уровней, но есть кое-что, чего изменения не коснулись. Это термометр, ограничение, не позволяющее вам строить дальше, если уровень слишком сложный. У вас будет, как и в Little Big Planet, всего несколько вариантов развития событий. Либо вы удаляете объекты или оптимизируете уровень, делая объекты проще, либо делите уровень на несколько частей, создавая подуровни. В редакторе Dreams есть много новых инструментов по созданию музыки. В Dreams можно создавать не только 3D уровни, но и 2D уровни с пиксельной графикой. Выглядит это довольно интересно. Есть возможность создания своих плейлистов с уровнями и объектами других игроков или вашими уровнями. О игре Dreams можно говорить до бесконечности, но лучше будет, если вы попробуете сыграть в эту игру самостоятельно на своей PlayStation 4, как только она будет в открытом доступе. Если вы хотите больше видео по Dreams или Little Big Planet, подписывайтесь на канал и нажимайте на лайк. Не забудьте написать в комментариях ваше мнение об игре. Мне лично игра очень понравилась. Вступайте в мою группу в ВК и подписывайтесь на рассылку, чтобы не пропустить мой новый ролик. Ну а на этом сегодня все. Увидимся в следующем ролике. Всем пока!